Всем привет! Сейчас я нахожусь в деревне Техеда. Она расположена почти в центральной части острова Гран-Канария на высоте 1050 метров над уровнем моря. Деревня считается одной из самых красивых деревень Испании, поэтому планирую провести вам экскурсию в этом месте. Сегодня в конце своей поездки я хочу показать вам наивысшую точку острова, которая называется Пико де лас Ньевес, что в переводе с испанского «снежная вершина». И с самой наивысшей точки острова можно увидеть великолепный закат. Поэтому оставайтесь со мной в этом видео, чтобы увидеть все эти красоты на Гран-Канарии. В этой деревне проживает на сегодня, я сейчас недавно посмотрела статистику, около 2000 жителей. Какая машина? Это машина муниципалитета, на которой ездит сотрудник по уборке. Это главная улица, сейчас мы проходим здесь. Она является также проезжей частью деревни. Вот здесь благоухают розы. На самом деле деревня очень маленькая, крошечная. Посетить здесь не так много чего есть. Очень спокойное место, тихо. Вот эти вот здоровые печенья называется ла пальмера. Типичная канарская сладость. Вот так она выглядит без шоколада. Мне кажется, более аппетитно, чем в шоколаде. Шарик мороженого стоит 2,60. Если 2, то 3,70. Это плафона очень. Еще здесь есть магазинчик, который продает выпечку. Пойдемте тоже зайдем, посмотрим, что там можно купить. Здесь то же самое. Вот это пальмера, но здесь начинки более интересные. Здесь больше вариантов. В шоколаде тоже есть. Выглядит не очень аппетитно, на мой взгляд. У них на самом деле очень вкусное печенье с миндалем. Когда я раньше здесь была, покупала. Вот такое повидло есть. Состав: сахар, миндаль, яичный желток, лимон и канела. И нету цен. Очень неудобно, когда надо спрашивать. Это я не люблю. Неужели нельзя вот повесить цены, и ты уже сам знаешь, что ты хочешь? Вот здесь внизу растет виноград, а также гортензии красиво цветут. Уже такие немножко отцветевшие. Еще у них здесь в огороде много лимонных деревьев. Рестораны тут. Вот этот ресторан, он работает с 8:30 до 5. То есть имейте в виду 10 евро. Средняя цена на блюдо. Что мясо, что рыба. Вот справа тут еще один ресторан. У них тоже средняя цена 10-12 евро. Если вы захотите здесь выпить пиво, то маленький стакан стоит 2 евро, а большой 3,60. Бокал вина у них стоит 3 евро. Это здание мэрии. Также в нем и центр культуры, где местные жители проводят свой досуг. Когда я была в прошлый раз, они собирались вот в этом здании в национальных костюмах и пели фольклорные песни. Здесь растут апельсиновые деревья. Они еще зеленые. Еще даже не набрали полностью свой размер, не созрели еще до конца. Но вот здесь 3 апельсиновых дерева.
Мне хочется найти здесь какой-то такой специальный магазинчик, да, где можно было бы купить что-то местное, какой-то продукт, там сыр или какой-то мед. Не вот эту выпечку, которую я вам сейчас показывала, потому что она, ну, на любителя, а такое что-то вот прям типичное, что производят или варят на Гран-Канарии, ну, там мед или какой-то местный сироп, ну, что-то вот типа этого. Но что-то я вот не нахожу пока. Здесь очень красивый дворик. Хотела тоже зайти. Здесь вот такая статуя стоит. Вот этот дом сейчас в стадии реформации, потому что он имеет канарский балкон. И вот его сейчас решили восстановить. Кстати, это Вивьен де Вакасиональ, туристическое жилье. Здесь вот тоже ресторанчик. Он работает до 10 вечера, но кухню закрывают уже половину 9. Получается, это я гуляю сейчас по самой центральной части деревни. Здесь висит стенд, и на нем указаны все даты праздников. То есть это уже афиша на август и сентябрь, какие праздники местные будут проходить в Техеде. У них здесь в Техеде есть муниципальный бассейн. В этом историческом доме находится почти в центральной части. Есть туристическое жилье. Это касса из кино. Небольшой апарт-отель. Это церковь Паракия. Тут написано, что первый камень был заложен 24 февраля 1921 году. И уже в январе 1930 она была открыта. Уже больше 100 лет функционирует на благо верующим. Красиво. Здесь вот так вот кладка такая положена. Здесь приятно прогуляться, посмотреть на домики, на белые, на их ухоженность. Эта деревня мне напоминает деревню Вилла Флор на Тенерифе. Вот здесь увидела швейную машинку старого образца. Для чего она тут? Чтобы это сначала, может быть, здесь живет швея или портниха. Здесь есть уже руины, очень старый дом. А это указатель, как называется улица, то есть Каллехон дель Курато. То есть такая узенькая улочка, она может вывести к какому-то участку, но тут не указано, что это приват, поэтому можно пройти. То есть, проходя сюда, вы не нарушаете ничего личное пространство, потому что нет указателя. Вот здесь растет виноград. А вот так выглядят резервуары воды. Это называют эль-танки. Сюда скапливается вода, которая стекает с гор. Вон там даже плавает рыба. О. То есть местные жители решили здесь разводить рыб. О, видно его? Этой водой вообще поливают свои огороды, но чтобы еще ее использовали как пруд для рыб, не видела. Еще один ресторанчик, где предлагают канарскую кухню. В этом ресторане средняя цена 15 евро. Вижу, написано магазин местного производства. Может быть, здесь я сейчас что-то вижу интересное. Называется Тенда Артезани. То есть это все
местного производства. Здесь такая тоже красивая улочка. Пойду зайду в магазин, посмотрю, что они предлагают. Олабен здесь. Здесь можно купить сувениры. Вот такие унты. Стоимость 35 евро. Пробковый материал и, скорее всего, лявичья шерсть. Вот такие ящерки красивые. Здесь можно купить соусы, специи для соуса, уже готовые соусы. А это кофе. И здесь еще можно купить местный ром. Очень красивый деревянный балкон. То, что мне очень нравится в Испании, да, то, что в любом самом крошечном уголочке, где, казалось бы, живет всего лишь, там, вот здесь взять 2000 людей, а у них для проживания все есть. Есть детская площадка, есть клуб для пенсионеров, есть магазины, аптека, мэрия своя, плюс ко всему они могут приобщаться к общественной жизни, у них есть культурный центр, медицинский центр, и все в одном месте, в такой крошечной деревне. Плюс ко всему еще сюда приезжают туристы, поддерживают экономику. Напоследок, как и обещала, отправляемся на самую высокую точку Гран-Канарии, чтобы полюбоваться закатом. Мы находимся на высоте 1948 метров над уровнем моря, на горе Пико де лас Ниевес, что в переводе с испанского «снежная вершина». Несмотря на это название, снега тут не бывает. Истоки названия горы уходят в 17 век. Когда зимой на ее вершине образовывался лед, он хранился в специальных колодцах, а затем доставлялся для знати. Всем спасибо за внимание и до новых встреч!